Привет. Раньше говорили «Восток – дело тонкое», и пришло время нам с вами сейчас поговорить про Ближний Восток. Такова ситуация. Я наблюдаю за тем, как Америка, спасибо, помогает Израилю вооружением. И я увидел, в Израиле вывесили такой плакат большой, для того, чтобы, когда крейсер подходит, я так понимаю, было видно, с портретом Байдена, типа «Спасибо, мистер президент». И хочу поделиться с вами своими размышлениями. Почему никто не задумывается о том, что вот вроде бы администрация Байдена помогает Украине и Израилю, почему никто не задумывается о том, что при Трампе на Ближнем Востоке было спокойствие относительно, если не брать Сирию? Почему в Украине было спокойствие? Трамп приехал в Израиль, Трамп признал столицей Иерусалим, перенесли в Иерусалим посольство. В Украине у нас всегда была куча проблем, но у нас не было войны. А сейчас каким-то странным образом Байден кажется человеку неподготовленному политически таким великим благодетелем. Я предлагаю вам задуматься на этот счет. Вообще, конечно, ужасно, что в этой ситуации Украина подошла в плохих отношениях с Израилем. И я хочу сказать, что Зеленский ужасно строил внешнюю политику, потому что сейчас мы должны стоять плечом к плечу. Это не громкие слова. Сейчас Украина и Израиль сражается с террористами. Сейчас Украина и Израиль — это добро, воплощение добра. А вот это вот все, Хамас и все те, кто за ними стоят, Иран и Россия, будьте уверены, и это все зло. Вы даже не сомневайтесь, что за всеми террористами в итоге стоят российские спецслужбы. Именно оттуда идет финансирование, именно оттуда идут поставки вооружениями, и все уже как-то забыли, что вычудил Байден, когда совершил обмен баскетболистки, которая попалась в России, с марихуаной, американская баскетболистка. Он ее выменял на топ-торговца оружием в мире Виктора Бута. А теперь пораскиньте мозгами. Сейчас две таких горячих точки в мире. Израиль, неизвестно, что еще будет, чем это закончится. Украина. Как раз тогда, когда и есть спрос на черном рынке в громадных, невероятных количествах, десятки миллиардов долларов на оружие, а может быть уже и к сотне подходит. И он выпускает Виктора Бута в этот момент. Полнейший провал администрации Байдена, на мой взгляд, конечно. И сейчас, продолжая эту тему, очень сильно людей напугало видео, как они называют, пророческое, с Жириновским. Давайте я вам поставлю, посмотрите, пожалуйста. Это выборы последние были. Последний. В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать, что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете. Все, что можно, вы уже нарушили. Так сказать, вы просто издеваетесь. Вот смотрите, вы здесь находитесь сколько уже? 5 лет. А наши политологи там находятся, журналисты, спортсмены и артисты, депутаты. Вы никого не под пускаете. украинскими санкциями. Вы все запретили. Вы русских заставляете отпечатки пальцев на границе делать. Это фашистская Германия не додумалась, так сказать. Вы закрыли русский язык, радио, телевидение, газеты. Все прекратили. Ну давайте вообще границу закроем. Я всех призываю успокоиться. Жириновский трепался десятками часов публично каждую неделю. Давал сотни прогнозов. Это как с Арестовичем. Когда ты даешь прогнозы сотнями, чисто по теории вероятности что-то срастается. Поверьте, сейчас просто каждому из вас, из нас нужно быть на стороне добра. Теперь по поводу сторон добра и зла. Эрдоган предложил вернуться Израилю к границе 1967 года. И что мы видим? Путин присоединился к Эрдогану. То есть Путин открыто, публично сказал, что Израиль должен вернуться к границам 1967 года. С какого это, интересно, чуда? Если Израиль ни на кого не нападал, нападали всегда на Израиль. Израиль мог где-то предвосхитить. И никто насильно не шел забирать территории. Все хотели отобрать территории у Израиля, за что и поплатились, и поплатятся в этот раз. И четко себя Путин обозначил. Я сейчас продолжу свою мысль, к чему я это веду. А почему бы ему сейчас себя не обозначить, когда, по сути, все маски-то сброшены? Теперь очень сложная ситуация будет с Нетаньяху, потому что Нетаньяху и все президенты Израиля всегда пытались лавировать во всех вопросах, связанных с Россией.
как-то договариваться, потому что это очень сложная геополитика, для того, чтобы не обострять отношения. А теперь Путин открыто все сказал. А я прекрасно помню, как некоторые, я не хотел бы эту тему поднимать, но придется, религиозные деятели в Израиле, в частности некоторые раввины, в частности у которых YouTube, такие публичные раввины, они поддерживали в войне Украины и России Россию открыто. И не будучи, наверное, последние лет 20 никогда в Украине, не находясь, орали во всю глотку в Ютубе, что в Украине бегают нацисты и, короче, убивают детей, и вообще фашистско-нацистская страна. Я таких людей называю, это не евреи, это русские в кипе. А теперь такой ужас пришел, и вы посмотрите, какие зеркальные ситуации. Возле сектора Газа, там где фестиваль, вот эта дорога, где машины, расстрелянные люди, это детей этих 40, это ужас. Но подобные вещи, особенно с этой дорогой смерти, происходили у нас в Украине. И тогда такие люди должны были поддержать Украину. Нет, они подыграли Путину. А теперь, к сожалению, мне жаль. У меня, так как и за Украину, душа болит. Вот Путин показал открыто, кто он есть для тех, кто уже совсем был с кастрюлей на голове. К чему я подвожу? Смотрите, Хамас, Хезболла, Иран, Китай, Россия, Северная Корея, в какой-то мере Венесуэла, та же Турция тоже частично, Эрдоган тоже вот так вот лавирует. Это все пахнет очень плохо и пахнет жареным. Мир в опасности. Я не хочу называть это Третьей мировой войной, но сейчас идет культурная борьба. Борьба диктаторов, террористов против западного мира, западной цивилизации, приличных людей, которые живут, созидают, хотят изобретать лекарства, а не изобретать большие ракеты. Хотя, конечно, ракеты тоже нужны, но они нужны для сдерживания. Это не должна быть такая озабоченность, как у Ирана или у той же Северной Кореи, когда вся деятельность государства сводится построить самую большую ракету, самое страшное оружие. В то время, когда твой народ мучается. Вот бедные эти иранские женщины. Здесь в Майами у нас несколько месяцев назад проходил такой митинг. Красивые иранские женщины с красивым макияжем, в красивой современной одежде, на красивых автомобилях делали такой автопробег, как протест против обращения государством с женщинами в Иране. Вот это цивилизованный мир. Вот сюда должны стремиться все, идти по такому пути. И вы посмотрите, что происходит сейчас там. И они хотят, эти дикари все, хотят затащить туда весь мир. Вот жить такой жизнью. Я вам спрогнозирую, где вспыхнет следующим. Следующая вспыхнет Европа, вспыхнет Франция. За Францией пойдет Германия, а дальше пойдет Британия, Италия. Возможно, в последнюю очередь из крупных стран Испания, а потом Балканы. Но меня пугает другое. Меня пугает, что некоторые соросята в Украине, в частности Сергей Фурса, небезызвестный клоун, который, в принципе, прославился клоунскими заявлениями, постоянно мутит воду. Он сказал, что, вы знаете, у Украины нет других шансов восстановить экономику, кроме как запустить 1 миллион или 2 миллиона мигрантов. Как вы думаете, кого он подразумевает под мигрантами? Я думаю, что после того, как вспыхло на Ближнем Востоке, именно вот этих, вы поняли, каких мигрантов, этих дикарей. Я хочу вам сказать, что в этой ситуации все объединятся против государства, если Зеленский на это пойдет. Если в Украину запустить 300 тысяч дикарей, мы с вами сможем забыть про Украину. Этого допустить нельзя, я категорически против этого. Все мои предложения реформ и все, что предлагаю я, это все направлено на то, чтобы украинцы со всего мира вернулись, и те, кто даже раньше не жили в Украине, украинцы, кто раньше эмигрировали, чтобы все вернулись домой. И, конечно, welcome цивилизованные люди. Я не хочу, не путайте арабов и мусульман. В Украине живет очень много приличных мусульман. Те люди, которые не настроены враждебно, которые не трепают никому кровь, не агрессивные, делают бизнес, учатся, работают. Пожалуйста. Я не хочу националистическую Украину, я против национализма. Я за мультикультурность в нашей стране. Но дикарей пускать нельзя, потому что дикари, они рано или поздно вспыхнут. И погасить это уже не удастся. Поэтому еще раз настаиваю, не рассматривайте все ситуации, все происходящие в мире события, особенно я сейчас намекаю на выборы президента США, через призму получит Украина или не получит Украина оружие. Нам нужен мир. Нам нужен мир. Я за оружие, но конечная цель у меня мир. А если посмотреть дальше, как для мира тот президент или иной, как для мира президент-демократ. Для мира президент-демократ это войны по всему миру, горе, беда, неуверенность в завтрашнем дне. Президент Трамп и в принципе президент-республиканец для всего мира это никаких войн,
это держать в ежовых рукавицах диктаторов, чтобы Путин даже не всплывал. Вот пусть там, пока они еще не сдохли, пусть там тусуются между собой, встречаются как крысы тайно и свои заговоры делают. Но Трамп это все успешно сдерживал. Друзья, секунда паузы. Если вы новый человек на моем канале, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик, это очень важно. Отписаться всегда успеете, поверьте, вам это будет важно. И в завершение отдельных два слова хочу сказать, мне стыдно за действия посла, вообще посольства Украины в Израиле. Я прочитал, боже, Польша отправила сделать эвакуационные рейсы. Все страны направили эвакуационные рейсы делать, все эвакуируют людей. И выступает посол Украины в Израиле и говорит, у нас, к сожалению, нет таких возможностей. И начинает там в интервью высчитывать, сколько стоит билет. И вот это вокруг, то, что я больше всего ненавижу, то, чем занимаются все политики, вокруг да около. Стыд и позор выделять, посмотрите мое прошлое видео, выделять деньги друзьям Ермака на какие-то вонючие кинофильмы, которые никто и никогда не будет смотреть, чистый распил денег. Барабаны закупать, пусть это и местные бюджеты, но к этому всему привел президент Зеленский. Украина на стороне добра, но добра с Зеленским дальше не будет. Нам нужен другой президент. Это позор в такой тяжелой ситуации не помочь нашим людям. А ведь там есть люди, которые убежали от одной войны, и теперь их вторая война настигла. Мне страшно представить, что эти люди переживают, и я таких знаю. Поэтому призываю, не позорьтесь. Даже если это пару миллионов долларов, на такое дело всегда можно найти, тем более в такое время, тем более деньги эти есть. Восхищаюсь Нетаньяху, я выложил у себя и в Инстаграм, и в Телеграм, и в Экс. Чем занято вообще, в принципе, правительство Израиля? Четко ругань прекратили с оппозицией, сформировали там, кто за что отвечает, и сейчас все законы, все будет рассматриваться законодательно, все, что только касается войны. Никаких других законов, законопроектов, ничего. Что делается в Украине, в парламенте? Смешно. Красивые часы, красивая одежда, стримы в ТикТоке, местные власти закупают барабаны, автомобили, разные организации, другие муниципальные и не муниципальные, в числе то, что финансируется из центральной власти. Машины тоже закупают, кто-то там еще стадионы строит. Какой позор. И в конце уже обращаю ваше внимание, не побежал Нетаньяху отменять арабский язык, арабские цифры, не побежал Нетаньяху улицы переименовывать, не побежал Нетаньяху политические гонения делать. Блогеры могут говорить, нет проблем, телемарафон не побежал включать. Вот и подумайте, сейчас то, что происходит в Израиле, это хорошее сравнение для действий Зеленского, для действий всей нашей власти. И вы знаете, это не то, чтобы брать с кого-то пример. Просто Израиль действует как нормальная, здравомыслящая страна, где люди реально озабочены интересами страны, которые пришли туда делать страну для себя прежде всего. А у нас временщики, хапуги и просто негодяи. Когда у нас такой враг есть в соседях, это пострашнее даже, чем то, что есть в Израиле. Они позволяют себе сейчас таким заниматься. И все молчат, все хотят президента Зеленского на второй срок. Я призываю вас забыть об этой идее и просто не рассматривать даже для себя такой вариант. Жду ваши комментарии, я много чего рассказал, жду ваши комментарии, вашу точку зрения. Кто новый человек на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, это очень важно.